Буквально несколько минут назад стали известны печальные новости из мира шоу-бизнеса и антикоррупционного комитета Никиты Михалкова. Пресс-служба организации в лице актрис Яны Поплавской и Марии Шукшиной сообщает трагические новости, которые произошли накануне в Санкт-Петербурге во время антикоррупционной проверки. Сотрудники команды Никиты Михалкова по роду своей деятельности часто рискуют своим здоровьем, а порой и жизнью. Достаточно вспомнить Льва Лещенко, Владимира Винокура, Ирину Муравьеву, Михаила Муромова и других артистов, которые серьезно пострадали за правое дело. Однако то, что произошло вчера в городе на Неве, не может уложиться в сознании нормального человека. 3 дня назад сотрудники организации по борьбе с преступностью и коррупцией, известные артисты Раймонд Паулс, Константин Хабенский и Вера Алентова начали очередную антикоррупционную проверку в Санкт-Петербурге. Сотрудники организации занимались такими серьезными вопросами, как уменьшение стоимости жилищно-коммунальных услуг для пенсионеров по возрасту и ограничение движения электросамокатов в Санкт-Петербурге. Главным в этой проверке был композитор Раймонд Паулс, который для решения вопросов направился на прием в Департамент жилищно-коммунальных услуг Санкт-Петербурга. Раймонд Вальдемарович Паулс – известный советский и латвийский композитор. Он хорошо известен широкому зрителю по своим замечательным музыкальным произведениям ко многим кинофильмам, а также работе с такими известными артистами, как Лариса Долина, Валерий Леонтьев, Лайма Вайкуле и Алла Пугачева. Еще полгода назад 88-летний артист, несмотря на почтенный возраст, кардинально изменил свою жизнь. Он вместе со своей семьей переехал в Россию, в Москву, чтобы работать в антикоррупционном комитете Никиты Михалкова. Однако встреча легендарного композитора Раймонда Паулса и крупного питерского чиновника Сергея Лопатова, который является заместителем жилищно-коммунальных услуг города Санкт-Петербурга, закончилась настоящей трагедией. По данным пресс-службы организации, Сергей Лопатов во время рабочего дня и встречи с Раймондом Паулсом находился в нетрезвом состоянии. Он не узнал Раймонда Паулса или же не захотел узнавать, расшвырял все документы, которые принес легендарный композитор, и в заключении сильно толкнул в грудь Раймонда Вальдемаровича, в результате чего 88-летний артист поскользнулся и упал с лестницы 2-го этажа. 88-летний Раймонд Вальдемарович Паулс был госпитализирован в питерскую больницу в тяжелом состоянии с диагнозом черепно-мозговая травма. К месту происшествия выехало руководство антикоррупционного комитета, актер Александр Домогаров и начальник Следственного комитета Александр Иванович Бастрыкин. Крупный питерский чиновник Сергей Лопатов даже не успел закончить рабочий день и был отправлен в следственный изолятор. По делу происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Нанесение побоев». Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.